Я никогда не верил в НЛО, но в июле 2013 года произошли события, которые заставили меня изменить мою точку зрения. О них я расскажу в моем фильме и покажу документальные факты, которые мне удалось разглядеть. Я 4 года не решался публиковать эти факты, и вот решился. В июле 13-го я с семьей отдыхал в Словакии, в Ливоче. Мы были в это время в горах Ливочские Виши. Скорее всего, их можно назвать холмами. Они расположены в окрестностях города Сабин. Днем 9 июля погода была хорошая, и мы пошли на прогулку в город. Хотели прогуляться, поглядеть окрестности, пофотографировать. Собственно, этим и занимались. Ничего необычного не было. Вдоволь нагулявшись, вернулись в гостиницу. Я решил посмотреть снимки и удалить лишние. Такие снимки, где нет резкости, что-то смазано, или просто дубликаты других снимков. Если во время съемки в горах я смотрел результат на экране фотоаппарата, у него диагональ 2,5 дюйма, то в гостинице я просматривал снимки уже на экране ноутбука. Там видно больше деталей. Все шло рутинно, пока на одном из снимков я не увидел удивительный артефакт. В небе несколько точек явно изображали траекторию полета какого-то тела. Я стал думать, что же это было. Может быть, самолет? Недалеко от Савиного был аэродром, но он такой простой, сельский. Только раз я видел, как там садился самолет, и еще раз видел, как другой самолет, тоже легкомоторный, тянул в небе планер. И все. Может, это были птицы, но у птиц должны быть видны крылья. Возможно, это были насекомые, но вопрос сразу отпадал, потому что насекомые строем не летают. Самая вероятная была версия НЛО. Но почему на снимке мы видим несколько точек? Собственно, это легко объясняется тем, что объект был снят на электронный фотоаппарат. В электронном фотоаппарате считывание матрицы идет построчно и занимает некоторое время. Если изображение во время считывания, скажем, верхних строк переместилось немножко, то оно будет как бы смазанным, косым. Также на это влияет наличие шторок. То же самое, при перемещении шторок изображение может смазаться. И тогда, если в цифровом аппарате скорость снимаемого объекта и, соответственно, скорость перемещения изображения по матрице близки к скорости подстрочного считывания изображения на матрице, то возможны подобные стробоскопические эффекты. Например, при съемке на мчащемся автомобиле вертикальные предметы окажутся наклоненными. У моего фотоаппарата считывание матрицы ведется сверху вниз. Значит, сначала записывается нижняя часть кадра, которую видит фотограф, а потом участки все выше и выше. Надо помнить, что объектив фотоаппарата переворачивает изображение, когда объект, попавший в кадр, двигался снизу кадра вверх кадра. НЛО летело в нашу сторону и, скорее всего, с набором высоты. Оно поднялось в районе холма над Великим Шаришем, там на вершине осадки Старого замка, или, по крайней мере, с того направления поднялось, и полетело на нас и вправо. Меня сразу интересовало, какая же была у него скорость. Мы можем вычислить только угловую скорость. Учитывая, что при съемке выдержка была 1/400 секунды, а угол зрения объектива был 17,34 градуса, тогда угловая скорость объекта составила 5,7 градусов в секунду. Чтобы вычислить реальную скорость этого НЛО, надо знать расстояние до него. Это можно вычислить примерно через угловой размер, зная его настоящие размеры НЛО. Но этого мы точно не знаем. Можем только предположить эти размеры. Для разных предполагаемых размеров НЛО будут примерно такие параметры скорости удаления. Вот показано в таблице. Самым реальным будет размер НЛО примерно от 10 до 100 метров, но скорее всего где-то 50 метров. То есть при размере объекта 50 метров ближайшее изображение на снимке
будет от нас примерно в 600 метрах, и самая дальняя в километре. Но самое удивительное получается скорость этого объекта. Это 500 тысяч километров в час. Это невероятно, просто фантастика. 500 тысяч километров в час у меня под носом. Я даже не заметил и ничего не слышу. Это какие же продвинутые технологии? Ни вспышек, ни звука. Вжик, и никто не видел так быстро и тихо. Я был в шоке. Это и была причина, почему я не решился сразу опубликовать снимки. Теперь вы знаете все. И правду говорят, лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я продолжу свое расследование и опубликую на своем канале. Если вам интересно, то следите за публикацией на моем канале, на ютубе или в блоге или в твиттере. Всего вам доброго. Ждите следующего выпуска, следующего расследования.